Самая первая цикада встает в 6 утра возле моего окна. Она такая чирик, и после нее вся долина пробуждается, и они опять трещат целый день. Ты чистая? Да. Нормально, да? Ты уже Лену замучила, она уже тебя замучила. У меня дома сегодня просто отвратительный интернет, ничего не загружается. И мы пришли в таверну на берег моря. Я пришла, вот загружаю видео в YouTube. После обеда пойдем на море. Маме нужно немножко поработать. Ты не идешь на море? Как так? И этой тропы, где мы сейчас находимся, она у него на картах нигде не отмечена. А раз у Ставроса она не отмечена, значит ее просто нет. В деревеньке это и так спокойно, что и плюс у нас дом очень классный, и вообще не хочется из него выходить. Хочется просто целый день сидеть на террасе, и еще чтобы чуть-чуть менее жарко было, и все. Без 15:06 утра, рассвет. Ничего не замечаете? Цикады еще не проснулись. Сейчас первая встанет, закричит, и все, и будет шумно. Пока все дрыхли, Тая встала сегодня рано у нас. Бабушка замесила тесто, а Тая приготовила вот такую пиццу. И ты помогала? Да. Она гулять ходила. Сейчас Ася с Даней проснутся и будем пробовать. Класс, спасибо большое. Алиса тоже будет пиццу? Алиса, класть? Да. Конечно, да. Алисе надо в 2 раза меньше. Вот дорога на монастырь, но она почему-то закрыта. Но мы все равно пойдем по ней. Пойдем, конечно. Не знаю, почему здесь машинам проезжать запрещено. Вот эту маленькую часовенку видно из нашего дома. А мы живем внизу, вон там в поселке. Здесь сосны и тень, цикады, запах хвои. Мы медленно поднимаемся в гору, и Алису я оставила дома, потому что коляску я сюда просто бы не затолкала. Очень жарко, и Алиса тяжелая, уже большая для коляски, но мы ее пока не выкидываем, потому что маленькому ребенку тяжело проходить такие километражи, как мы с ней ходим. И коляска будет у нас до последнего издыхания, там уже колесо выломано полностью. Переживаю, что скоро мы ее, наверное, здесь и оставим, в этой Греции. Фу. Вот здесь длинные юбки, которые нужно повязывать, чтобы прикрыть плечи и ноги. Но мы взяли все свое, Ася в брюках, а у меня плечи покрыты, и я еще взяла парео. Нас сестра-монахиня угостила лукумом, и оказывается, что сегодня монастырь не работает. Мы придем завтра. Мы со своим везением пришли сегодня в понедельник. Я даже подумать не могла, что монастырь будет закрыт. Вышла монахиня, и она говорит, что английский у нее такой более-менее нормальный, ну было понятно. Говорит, что понедельник монастырь выходной, завтра Tuesday работает, послезавтра выходной, то есть через день. Ну и мы придем завтра. Подарила нам вот такие крестики на веревочках каждый. Вот. И спрашивала, откуда мы сказали, что мы из Украины. Вот. Ну и говорит, что возвращайтесь завтра. И монастырь очень красивый, и я вам в этом же видео покажу, как мы сюда вернемся завтра. Мы вообще ничего не знаем об этом монастыре, не успели прочитать, поэтому перед следующим разом, как мы сюда придем, у нас будет время это сделать. Вот такой. Идем домой. 5 часов вечера, и мы идем на пляж. Пошел дождик. Я тяну коляску с этой горки, а Даня с Асей нас сейчас где-то догонят. Дождик идет, да. Зонтика не взяли мы твой, не взяли. Этот маленький ребенок мне помогает в горку тащить свою тяжеленную коляску. Идем, идем.
Тая боится собак, и когда мы проходим это место, этот дом, она вообще, у нее паника начинается. Осталась дома, не хочет идти с нами на море, а мы с Алисой тащим. Нас догнали. Долго вы, очень долго. Мы идем к морю, а тут вот такое чудо. Папа, ты представляешь, смотри, какая она огромная. Мы уже почти дошли к пляжу, Алиса уже засыпала, и тут черепаха, да, Доц? Ты ее гладишь? Ай, смотри, куснет сейчас тебя, он испугался Давайте и может его домой укусить, заберем. Алиса. Ты заглядываешь к нему в домик так, да? Черепаха боится тебя больше, чем ты ее. Давайте его домой заберем, мам. Пожалуйста. И где он у нас будет жить? У нас уже есть ящерица Жужа, а теперь будет еще один этот. Он пошел к себе домой. Там у него, наверное, домик, он там живет. Все. Народ испугался дождя. Посмотрите, как пусто. Вообще никого нет. Мы идем дальше на следующий. Алиса нам выбирает, где мы кинем свою подстилочку. Ну давай. Собственно, почему я люблю дождь. Людей мало. Сама на пляже. Скажи, Алисин пляж. Сегодня. Да какой-то кошмар. Что это было? Что это было вообще? Короче, Тая, почему ты в комбинезоне? Забыла купальник, и поэтому она споткнулась. Мы скоро все уезжаем, не только Ася. Вода сегодня теплая, дождик прошел, вообще классно. Она акула. К вам плывет акула. Я вам только что церквушку показала наверху. Мы в нее не можем дойти неделю. То свадьба там была закрыта. А сегодня понедельник, и так пусто. Я вот хочу сейчас, мы побудем здесь на пляже и туда подняться. Мы с Алисой и со всеми вместе поднимаемся в церквушку. Кстати, прочитала в интернете, что эта церковь маленькая, это не часовня, это все-таки церковь. И это церковь святого Пантелеймона. Сейчас зайдем, да? Заходи. Свечки будем с тобой ставить? Поставим свечечки. Люблю такие маленькие церквушки. Никого нет, кроме нас. Туда нельзя, Доця, там алтарь, туда нельзя. Кроме нас здесь никого нет. И спичек нет. Я очень хочу свечку поставить. Сейчас попросим у кого-то, может быть, поджечь. Алиса. Весь пол в рисе. Здесь часто венчания проходят. Вчера была свадьба, и Алиса собирает. Видно, жениха и невесту посыпали. И отсюда, из этой церквушки, очень хорошо видно наш пляж. Вот видите это ущелье? Там тропа. И вот за этой скалой наша вилла, где мы сейчас живем. У нас сейчас вторая попытка попасть в монастырь, в который мы вчера не попали из-за выходного. Смотрите, какие тучи заходят. Гром гремит уже. Гроза? Да. Ты думаешь, мы попадем в грозу? Да. Ужас, я боюсь грома. Всем привет!
Сегодня мы собираемся пойти в тот монастырь, который я вам показывала раньше. Он находится прямо возле нашего дома, и дорога на него тоже возле нашего дома. И Алиса вот себе нарисовала на брови вот что. Собирается тоже так идти. Или ты дома будешь? Я иду. Нет, ты дома, скорее всего, будешь. Все, давай, я расскажу дальше. Дорога на этот монастырь начинается прямо возле нашего дома. И вчера мы туда ходили, это была пробная попытка, но оказалось, что вчера там закрыто. А открывается он через день, то есть вчера закрыто, сегодня открыто. И открыт он с 10 утра, поэтому мы сейчас собрались и будем идти. Я смотрю, что вообще небо затянуло хорошо. А монастырь, вон там вот дорожка к нему пошла туда. Слышите? Гром. Подошли к монастырю и закрыты ворота. Меня это уже пугает. Не знаю, будем пробовать. Вот такая штучка. Ее нужно сильно дернуть, и там наверху колокол. Это типа звонок в дверь. О. Чтобы нам открыли. Даню не пустили, потому что он в шортах. Мы привязали вот такие юбочки. Тае сказали, что не нужно, потому что она ребенок. А Даня остался нас ждать возле входа. Как-то мы не подумали, что нужно ему брюки надеть. Ну ладно. Красивая территория здесь. Как ты сюда пробрался? Ну, хорошо. Мы вышли из монастыря, и дождь пошел. Уже капает такими большими каплями. Будем где-то пережидать, наверное, здесь под навесом. Вот такая панорама на наш пляж Каки-Таласа открывается сверху. Мандаринки маленькие растут. Второе дождливое утро у нас подряд. Алиса сделала для всех домик-теремок. И всех пригласила туда. Кто в теремочке живет? Мися. Балуется, закрывает дверь балконную. Дома очень жарко. Я ругаюсь, она ее специально закрывает дальше. Погодка утренняя. Дождь моросит. Цикады спят на нашем дереве. Тишина. Первый дождь за мое лето. Самый первый. Ты вредила Асе в комнате? Да. Что ты делала? Плохое что-то? Да. А зачем? И что, они теперь тебя не пускают в комнату к себе? Да. И что теперь делать? Ничего, не ходи в комнату. Они тебе не верят больше? Да. А что ты делала плохое? Не знаешь, что делала? А больше не будешь? Да. Ну иди, Дане расскажи. Может, он тебя пустит к себе в комнату. Как ты думаешь? Нет, ты должна сама идти и извиниться. А не мама. Ты должна. Нет, ты. Вечер после дождя. Маленький таракашка привел в такой визг всю семью. Вот это вот маленькое чудо. Давай его выпустим. Я не боюсь вообще, я не боюсь. Я их ела в Китае, я их ела. Это какой-то кошмар просто в моей жизни. Я разбил стакан? Закройте дверь, вы Алису разбудите. Тая, закрой дверь. Вы орете, как ненормальные, вы Алису разбудите. Давай его на кровать, выпустим, он посмотришь, когда он убежит. Где? Где он? И вот это вот они боятся. Ну что это вообще? Он просто вырос, обычный прусачок. И хочет свалить. Все, он ушел. Пока мы гоняли таракана, бабушка пиццу приготовила. Алиса, почему ты не спишь? Почему ты не спишь? А? Все спят, а ты не спишь?
Все, уже очень поздно, пора спать, потому что завтра я всех подниму очень рано, у нас большие планы.